Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема сегодняшнего видео – это прогноз на июнь 2025 года для восходящих близнецов. Мои дорогие друзья, я ведический астролог, прошу вас на это обратить внимание. Все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. Поэтому, если вы не знаете свой восходящий знак в ведическом стиле, то я вам предлагаю построить свой гороскоп в физическом стиле и узнать свой восходящий знак. Либо, если вы не знаете точное время своего рождения, в таком случае вы можете узнать знак зодиака Солнца или Луны в вашем гороскопе. И в таком случае смотреть для знака Солнца или Луны прогнозы, они тоже у вас, может быть, немножко хуже, но будут работать. Как построить свой гороскоп в физическом стиле, как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о звездном месяце июня 2025 года для близнецов. Июнь действительно будет для вас просто очень звездным, просто бомбическим, потрясающим. Я даже не знаю, как еще по-другому это сказать. Первое событие. 6 июня в ваш третий дом гороскопа заходит Марс. И Марс будет в вашем третьем доме гороскопа до 28 июля. И это сразу же автоматически улучшение в финансах. Во-первых, Марс очень долго шел по вашему второму дому гороскопа, дому денег. Во-вторых, Марс управляет еще одним домом, который вас отвечает за деньги, он был в знаке своего падения. То есть это траты, без возможности эти траты каким-то образом компенсировать. Просто траты, и никакой надежды на повышение особое. Плюс в целом много может быть хотелок, много может быть желаний. И сейчас Марс, во-первых, освобождает вот этот вот дом денег от своего влияния, улучшается питание, улучшается финансовая ситуация. И Марс заходит в третий дом гороскопа. Во-первых, конечно, это очень хорошо, когда Марс идет по третьему дому гороскопа, потому что третий дом – это дом собственных усилий, и Марс – это планета усилий. Поэтому у вас повышается активность, повышается желание действовать, и появляются силы, самое главное. То есть, может быть, я и хочу действовать в другие моменты, но сил нету. А здесь Марс заходит в дом, который отвечает за собственные усилия, как планета активности, дает возможность действовать. Конечно, повышается желание заниматься спортом, физической активностью, но от ваших собственных усилий будет зависеть результат. Вы в июне должны будете взять что-то в свои руки, то есть какую-то инициативу проявить, и у вас на это будут силы. От этого, конечно, когда Марс идет по третьему дому гороскопа, есть еще такая тенденция на то, что вы можете быть нетерпимы немного. То есть, если вас задевают, в другой раз вы смолчали, а в этот раз вы можете не смолчать. Поэтому тенденция, конечно, на конфликтность в близком окружении может быть, либо на конфликтность с друзьями. Но и для того, чтобы объединиться с друзьями для какой-то совместной цели, для какой-то совместной борьбы, это тоже прекрасный транзит. Помимо этого, как я уже сказала, скорее всего, многие близнецы начнут активно заниматься спортом, физическую силу какую-то восстанавливать. И есть еще тенденция на то, что может быть какая-то решительность в отношениях с органами власти, с руководителем, с отцом. Может быть, конечно, и такая тоже конфликтность, потому что Марс – это Марс, но явно будет присутствовать какая-то напористость, настойчивость, желание что-то сделать. У кого-то из близнецов даже может быть период открытия бизнеса. То есть какие-то бизнес-инициативы, предпринимательские инициативы. Не обязательно, конечно, бизнес это прям вот пошли зарегистрировать, да, но какие-то предпринимательские инициативы точно могут быть. Переоформление счетов, переоформление карточек, переоформление каких-то наград, достижений. Очень классно, кстати, может быть даже такое, что кто-то может победить в каком-то конкурсе, либо в каком-то соревновании. Такие вот тоже есть тенденции по этому Марсу. То есть однозначно первый транзит прям очень четенький. Следующий транзит
будет не менее четенький, потому что 6 июня, в тот же день, когда Марс переходит, в ваш первый дом гороскопа заходит Меркурий, управитель всего гороскопа. После транзита по 12 дому гороскопа Меркурий будет в вашем первом доме гороскопа до 22 июня. И вот эта часть 6 июня, ну, наверное, даже нет, я бы не так сказала. Я бы сказала, что, в принципе, весь июнь – это ваш месяц. С 6 по 22 июня. О чем идет речь? Во-первых, конечно, Меркурий – это управитель всего вашего гороскопа. Это опять про то, что улучшение нашего имиджа, внешности, репутации, может быть, самоподачи. Это много рассказывать о себе, изучать себя, может быть, самопрезентовать, может быть, даже выступать где-то, может быть, даже ходить по собеседованиям. И я напомню, что в мае в ваш первый дом гороскопа на год перейдет Юпитер. И Меркурий встретится с Юпитером в районе 7-9 июня, будет соединение. И это очень классный период, очень классный, потому что будет улучшение для одновременно 3 сфер жизни. Ну вот не считая улучшения для вас самих, как для хозяина гороскопа, но еще для 3 сфер жизни. Это место жительства, транспорт, это сфера партнерства, личной жизни, это карьера, социальный статус, официальный. Поэтому может быть какая-то удача в вопросах недвижимости, транспорта, проживания, может быть какая-то удача в вопросах личной жизни, может быть у кого-то даже в этот период будет предложение, помолвка, свадьба. Это какая-то удача в вопросах статуса и работы. То есть если вы ищете работу, то может быть какая-то появится возможность либо получения какого-то официального статуса. То есть вот 7-9 июня, ну там мы не будем говорить, что ровненько в этот день, да, но чем ближе будут планеты, тем больше будет чувствоваться эта энергия 6, 7, 8, 9, 10, вот пока планеты не разойдутся, будет такой очень удачный период для решения вопросов в тех сферах, которые я вам назвала. Следующее событие 11 июня состоится полнолуние в вашем 6-м доме гороскопа. Полнолуние в 6-м доме гороскопа, вот, кстати, с учетом транзита Марса по 3-му дому, может означать изменения в графике, в режиме жизни. То есть если вы там ленились долго, у вас не было сил, то может быть такое, что у вас появится возможность ходить на спорт, вы начнете там какие-то спортивные занятия. Это может быть посещение врача, это может быть какое-то медицинское обследование, это может быть перемена какая-то в работе, увольнение у кого-то в работе, но и может быть такое, что в этот период, допустим, у вас заканчивается какое-то лечение, заканчивается какая-то выплата по кредиту, заканчивается какой-то судебный процесс и так далее. То есть вот такие вот какие-то истории могут быть в момент полнолуния, но они не всегда значительны. Это может быть просто новость о каком-то этапе. И следующий очень мощный транзит. 15 июня в ваш первый дом гороскопа зайдет Солнце, и Солнце в вашем первом доме гороскопа будет до 16 июля. Тоже Солнце, планета статуса, планета эго, планета самооценки, планета, отвечающая, ну, это вообще прототип души в естественном гороскопе. И Солнце будет идти по вашему первому дому гороскопа после пребывания в 12-м доме, опять же, в доме уединения. Мы как бы становимся заметными, мы на виду, мы получаем какой-то статус, мы получаем какое-то внимание к своей персоне. Есть тенденция на то, что это опять же будут прилагаться какие-то собственные усилия, на то, что наши друзья могут как-то на нас влиять, на то, что мы можем получить какой-то важный совет в своей жизни, какую-то важную новость относительно себя. Может быть, даже период у кого-то сдавать экзамены, получать какие-то сертификаты. Но и тут опять Солнце встретится с Юпитером. Солнце, планета статуса, встретится с Юпитером, который вас управляет 7-м домом статуса, и который у вас управляет 7-м домом брака и 10-м домом статуса. Вот это очень хорошее тоже соединение, которое тоже опять в районе 23-24 июня может дать какие-то значительные результаты в вопросах статуса, в вопросах работы, может быть какая-то классная работа, у кого-то повышение, может быть получение долгожданных документов, получение долгожданного статуса, может быть регистрация брака, опять же, может быть регистрация какого-то бизнеса партнерского. Вот это вот будет период какой-то звездный для вас. Ну, понятное дело, что у всех масштаб разный, да, у кого-то масштаб на весь мир, у кого-то масштаб
в районе там своего какого-то сообщества, но все равно это очень улучшающий период, который дает вам какие-то возможности, и все внимание, грубо говоря, будет обращено на вас. 22 июня Меркурий зайдет в ваш второй дом гороскопа и будет там до 30 августа. Вот это уже смещение фокуса нашего внимания, потому что это управитель всего вашего гороскопа, и значит, что вы будете направлены в тему, опять же, восстановления своих ресурсов, в тему поиска, может быть, денег, в тему улучшения своих финансов. Будет много разговоров про деньги, будет много разговоров про финансовые вопросы, может быть, про уровень оплаты труда, может быть, про повышение заработной платы, может быть, про изменения в каких-то расчетах. Также транзит Меркурия по второму дому гороскопа дает, скорее всего, много разговоров в целом, но и есть еще тенденция на получение дохода от четвертого дома, от мамы, может быть, финансовая помощь, от недвижимости, от транспорта, от продажи, может быть, каких-то вещей из дома, либо от государства. И вот такие вот какие-то моменты могут быть. Но в целом все равно тоже транзит Меркурия по второму дому гороскопа неплохо. Будет желание как бы уделить больше внимания именно финансовым вопросам. 25 июня состоится новолуние в вашем первом доме гороскопа. И вот что за красота! Ну просто красота! Это новолуние у нас будет очень особенным, очень необычным, потому что будет формироваться гаджа Кешери йога, йога счастливчика в вашем первом доме гороскопа с участием еще и хозяина седьмого дома брака и личной жизни и 10 дома статуса. Новолуние в первом доме гороскопа, конечно, это новолуние, которое говорит о том, что в этот период могут произойти в первую очередь перемены, связанные с вами самими. Обновление имиджа, обновление гардероба, новый статус. Новый статус предполагает как новую работу, так и новый статус, допустим, в государстве, например, вид на жительство, гражданство. Это может быть статус в отношениях, то есть регистрация брака. Это может быть статус стать родителями. То есть это новый статус, но он благоприятный, потому что гаджа Кешери йога — это очень крутое новолуние, которое на самом деле бывает не так часто. И последнее июньское событие: 29 числа Венера перейдет в ваш 12 дом гороскопа и будет там до 26 июля. Ну, по сути, это все у нас на июль, основные тенденции по Венере, потому что она в самом конце месяца переходит. Но в общем и целом это какие-то поездки, которые связаны будут с развлечениями, с детьми, это какие-то поездки по учебе, это может быть еще какая-то творческая деятельность, погружение в какое-то творчество. Ну, в общем и целом, и какое-то творчество еще может быть в работе, какие-то такие истории. Ну, в общем и целом, транзит Венеры по 12 дому гороскопа общую картинку тенденций на июнь никак не портит. Июнь поистине какой-то волшебный месяц для вас, месяц, дающий вам хорошие возможности, я думаю, и советы какие-то послушать, и каких-то покровителей найти, и разрешить все затянувшиеся вопросы. Вообще просто супер! Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь 2025 года для восходящих близнецов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока!